Всем большой-большой привет! Вы на канале Вязать Просто. С вами я, Жанна Рыбкина. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как я вяжу носки на круговых спицах. Как-то так получилось сразу, как только я стала учиться вязать носки, у меня на 5 спицах почему-то никак не получалось. Они перекручивались постоянно, как-то вот не очень удобно мне было их держать. Вот я решила тогда попробовать связать носки на круговых спицах. Мне этот способ очень понравился. Он для меня оказался максимально удобным и быстрым. Вот, и как-то так вот я уже почти 20 лет вяжу носки только вот на круговых спицах. Вот и сегодня я вам хочу рассказать, как я это делаю. Носочки мы с вами будем вязать на 37 размер. Вот длина стопы у меня будет, сейчас померяем, 21 сантиметр. Высота носочков будет от резинки и до пятки 20 сантиметров. Вот, если вы захотите, допустим, чтобы у вас носочки были с большим отворотом, либо более удлиненное голенище, то вы можете уже на свое усмотрение либо добавить ряды в резинке, либо добавить рядочки в самом голенище. Вот, также я сегодня в моем мастер-классе расскажу вам, как я делаю вот этот вот клинышек убавления, чтобы носок красиво садился по ножке, чтобы был красивый подъем стопы. Вот, я расскажу о том, какой для меня наиболее простой способ убавления вот петель мыска. Вот, их существует великое множество, но вот именно вот такой способ, он мне кажется самым простым, самым быстрым. Вот, очень хорошо подойдет для детских носочков, которые нужно вязать просто со скоростью света, потому что и дети растут быстро, и изнашиваются эти носочки очень быстро. Вот, и также я расскажу, как я делаю, как я вяжу пятку. Вот таким вот способом. То есть у меня еще такой рисуночек по краю небольшой, вот, если посмотрите. Вот он. В общем, оставайтесь со мной. Смотрите мой мастер-класс. Сразу скажу, способ этот изобретен не мной. Вот, я училась, это самый первый способ, по которому я научилась вязать носки. Училась я по какому-то журналу вязания. Я уже даже, честно говоря, не помню, это было очень давно. Вот, я говорю, уже почти 20 лет назад. Вот, но до сих пор это мой самый любимый способ вязания носков. Итак, давайте начнем вязать. Итак, начинаем вязать носки. Нам понадобится моток пряжи. Я взяла пряжу толстую семеновскую Арина новая. У меня получается 123 метра на 100 грамм. Шерсть с акрилом. Ну, такой вот цвет оранжевый. Вы можете взять абсолютно любую пряжу, которая вам нравится. Я намеренно взяла такую вот толстую пряжу, чтобы было очень хорошо видно то, что я делаю, чтобы было понятно. Дальше нам понадобится 2 пары круговых спиц. У меня спицы номер 4 и 4,5. Почему? Потому что на номере 4 мы с вами свяжем резиночку носков, а основное полотно будем вязать уже на более толстых спицах. То есть вам нужно тоже взять спицы с разницей где-то в пол номера или в 1 номер, для того, чтобы резинка получилась более плотная, чтобы она не так растягивалась в процессе носки. Дальше нам понадобится самая обычная линейка, любая, у меня вот деревянная, вы можете взять, не знаю, сантиметр тряпичный, если это удобнее. Также понадобится нам либо маркер для вязания, либо вот самая обычная маленькая булавочка. Ну, можно также ее заменить, взять просто цветную какую-то нитку. Ей мы будем отмечать просто начало ряда. И любая игла с тупым кончиком и большим широким ушком. У меня это гобеленовая игла для вышивания. Можно взять также, есть специальные иглы для шерстяных изделий, пластиковые. Главное, чтобы вот в ушко проходила сама вот нить для вязания, поскольку вот этой иглой мы просто будем потом прятать кончики. Итак, давайте приступим к набору петель.
Сначала нам необходимо рассчитать то количество петель, которое мы будем набирать для носков. Для этого сначала мы вяжем образец из той пряжи, которой вы будете вязать носки. У меня 20 петель. Вот буквально такой небольшой кусочек полотна вяжем. И далее берем, представим, что это нога. Нам необходимо измерить окружность ноги вот в этой области, где начинаются пальцы. То есть вот здесь окружность вокруг основания пальцев измеряем. У меня получился 21 сантиметр. Значит, окружность ноги у нас 21 сантиметр. Окружность ноги 21 сантиметр. Далее. Образец у меня 20 петель. 20 петель. 13 сантиметров получилось. 13 сантиметров это вот так в ширину. Не в высоту, а в ширину у меня получилось 13 сантиметров. И дальше нам нужно рассчитать самую обычную пропорцию. То есть если у нас 20 петель, это 13 сантиметров. Х петель это то, что нам необходимо набрать, равно 21 сантиметр. Это окружность нашей ноги, вот то, что мы сейчас смотрели с вами вокруг пальцев, у основания пальцев. И рассчитываем х петель равно 20 умножить на 21 и делим на 13. Получается у нас 32 петли и 3 десятых. Ну, 3 десятых мы убираем. Получается 32 петли. И вот количество получившихся петель должно быть обязательно кратно 4. Хоть мы будем вязать и на круговых спицах, на одной паре круговых спиц, но все равно эти петли должны делиться на 4, потому что потом мы будем с вами, когда закрывать пятки, вывязывать, вернее, пятки и так далее, то есть число должно быть кратно 4, то есть кратно 4. Если у вас получилось какое-то некратное число, ну прибавьте или убавьте там, не знаю, пару петель. В принципе, это будет не критично. И дальше вот начинаем с вами набирать петли, то есть мы начинаем с 32 петель, которые мы набираем для резинки. Итак, начинаем набирать петли. Нам уже известно, что исходя из образца, который мы связали, нам нужно набрать 32 петли. Соответственно, чтобы не ошибиться, сколько нитки нам как бы оставить для набора, чтобы не перенабирать заново петли, что мы делаем? Мы просто берем по линейке, по окружности ноги, у нас 21 сантиметр окружность. Мы просто берем 4, примерно вот 4 раза по 21 сантиметру, отмеряем нитку, чтобы у нас хватило для набора петель и остался еще хвостик. И набираем петли обычным способом. Для этого берем спицы, которые у вас меньше по номеру. У меня это номер 4 спицы. И набираем 32 петли. Следим, чтобы край был ровный, чтобы он никуда не уезжал, чтобы потом резинка была красивая. Я набираю сейчас самым обычным, простым способом, без каких-либо фабричных там наборов резинок и так далее, более сложных. Напомню, что сейчас я снимаю ролик именно для тех, кто только учится вязать носки, то есть самый простой способ. Вот я набрала 32 петли, убираем одну спицу, вытягиваем ее. И дальше что мы делаем? Мы замыкаем вязание в круг. Как это делаю я? Я просто условно делю примерно вот на 2 части вязания набранные петли. И вот так вот вытягиваю спицы. То есть получается у меня вот так. Такой вот вид. Следите внимательно вот за этим местом здесь, чтобы вязание не перекрутилось. Потому что если перекрутится, придется делать все заново.
чтобы вот края шли аккуратно, вот как они должны идти. Дальше. Хвостик, который у нас остался, мы его в сторонку как бы отводим, чтобы он не мешал нам. Дальше вот рабочую нить. То есть держим мы вязание вот таким образом. Вот. Вот так. Рабочая нить у нас получается как бы на задней спице. Та, которая идет от клубка. Рабочая нить, она на задней спице должна оставаться у нас. Перебрасываем ее вот туда, вот так. А заднюю спицу чуть-чуть вот так вытягиваем. Я не буду здесь делать красивого соединения кругового, потому что сейчас этого ни к чему. На носках, я считаю, это излишне. Мы просто что делаем? Мы первую петлю провязываем. И вот таким образом соединяем вязание в круг. И дальше я буду вязать по кругу резинку 1 на 1. То есть одна петля лицевая у нас уже есть. Дальше я вяжу одну изнаночную петлю. Дальше опять лицевая. Одна изнаночная. Одна лицевая. Одна изнаночная. И вот так вяжем до конца полотна. Лицевая, изнаночная. И обратите внимание, чтобы, если вы вдруг вот захотите потом сделать отворот на носках, у меня резинка, в общем-то, достаточно есть короткая, если вы любите, чтобы было длиннее с отворотом, чтобы узор вот резинки был одинаковый и внутри, и снаружи, вот как вы здесь у меня видите, да, я вяжу изнаночные петли определенным способом. То есть как я делаю это? Вот сейчас у меня должна идти изнаночная петля. Я ввожу спицу под верхнюю стенку петли. Затем я захватываю не вот так, как обычно, да, делают, ну вот как бы многие, большинство, а я наоборот, я нить рабочую вот так вот захватываю спицей, то есть получается как бы наверх сначала спицу, а потом вот таким образом ее захватываю и вытягиваю. Сейчас еще раз покажу. Лицевая у нас, изнаночная. То есть я кладу рабочую нить на спицу, ввожу спицу под нить и под верхнюю стенку петли и захватываю нить не вот так, что она идет сразу под спицу, а я захватываю, то есть сначала у меня уходит спица под нить вместе вот со стенкой верхней петли, под нить идет, потом я вот так как бы захватываю вот таким образом, то есть как бы спиралька получается, и после этого вытягиваю петельку. В принципе, так они, вот казалось бы, да, обычные, они ничем не отличаются от более простого вывязывания изнаночной петли. Но потом, когда вы делаете отворот, то есть у вас вот получается узор и снаружи, и с изнанки, то есть он абсолютно одинаковый. Вот это вот строение, вот как бы самой вот этой вот резиночки, косички. То есть здесь не будет такого как бы перевития, вот, которое отличается всегда на внутренней стороне резинки, на изнанке. То есть вот абсолютно одинаково выглядит. Петли ровные и с изнанки, и с лицевой стороны. Вот посмотрите. Далее вяжем так же, как мы вязали, лицевая, изнаночная. Теперь вот мы условно подошли как бы к концу, вот первая спица, да, к границе, так скажем. Что я делаю? Я просто вытягиваю спицу, которую я сейчас связала. У меня получается вот так-то выглядит вязание сейчас. У меня висит как бы на леске. Дальше теперь вторую сторону, которую я сейчас буду вязать, я подтягиваю вот сюда спицу.
То есть вот у меня что должно получиться. Опять же, следите внимательно, чтобы вязание не перекручивалось, чтобы все шло ровно и аккуратно. Лучше не спешить, делать помедленнее, повнимательнее, но зато потом не придется переделывать. И далее продолжаем по рисунку. Здесь у нас была петля изнаночная, значит мы продолжаем лицевую вязать. Вяжем лицевую. Можно немножко подтянуть для уверенности, что потом здесь на границе вот спиц как бы не было такого, ну, как дырки, не знаю, прорехи некрасивой, если ослабить вот здесь нить. Хотя по моему опыту у меня вот прорех не бывает здесь никогда. Дальше вот лицевая, опять вяжем изнаночную, вводим спицу под верхнюю стенку, как бы вот так спиралькой подхватываем нить рабочую и вытягиваем. Лицевая, подхватываем, вот так вводим, вот смотрите внимательно еще раз, рабочая нить у нас это верхняя стенка петли. Мы вот так вводим спицу и вот как бы подхватываем сверху, кладем спицу и вот таким образом вытягиваем. И далее до конца вяжем уже по рисунку, то есть лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Внимательно следите, чтобы рисунок не сбивался тоже, чтобы опять же потом не переделать. Лучше остановиться там через какое-то количество петель и проверить, что у вас не сбился рисунок, что все идет нормально. Лицевая. И у нас должен закончиться рисунок, последняя петля должна быть противоположной начальной петле. То есть если мы начали с лицевой петли, значит мы должны закончить изнаночной, чтобы рисунок потом был единым. Вот мы закончили первый ряд. Также вытягиваем спицу, которую вязали. Вот у нас получается вязание сейчас на леске висит. И опять вытягиваем вот спицу, на которой сейчас будем вязать. Вот так мы ее затягиваем в петли, так сказать. Вот. А эту чуть-чуть подтягиваем вперед. И продолжаем дальше вязать по рисунку. То есть вот у нас внизу была лицевая, в первом ряду вяжем лицевую. В первом ряду была изнаночная, провязываем изнаночную. И далее вот так по рисунку вяжем. Вяжем столько количества рядов, такое количество рядов, которое вот вам необходимо для резинки носка. То есть если вы любите высокие носки с отворотами, вяжите резинку длиннее. Если вы любите короткие носочки, вяжите резиночку покороче. Ну и далее вот так по рисунку вяжем вот в высоту то количество рядов, которое нам нужно. У меня носочки укороченные немножко. У меня резинка получилась. Ну вот. Вот так, 7 сантиметров, 14 рядов получается. Но опять же, я напоминаю, что у меня пряжа толстая. То есть вот у меня получается 123 метра на 100 грамм. Это толстая пряжа. Вот у вас пряжа может быть тоньше, соответственно, у вас количество рядов здесь будет больше. И количество петель тоже может, ну, скорее всего, будет больше. То есть исходите из вашего образца вязания. Вот сейчас мы вяжем вот эту резиночку. Я сейчас довяжу 14 рядов.
И мы будем вязать вот эту вот часть голенища. Итак, резинка у нас готова. Вот что у меня получилось. Вот она. И теперь дальше мы будем с вами вязать голенище носка. То есть вот эту часть от резинки до начала пятки. Вот эту часть. Для этого мы должны сейчас вязание перевести на основные спицы большего номера. То есть на вторую пару наших спиц, которые мы изначально приготовили. Но сначала помечаем начало ряда. Как я его определяю? Вот этот вот хвостик, который у нас остался от набора петель, вот он. Вот рядом с ним лицевая петля, вот идет этот столбик. Вот это и есть начало ряда. И здесь мы с вами либо вешаем маркер для вязания, либо булавочку, вот как у меня. Можно просто нитку контрастного цвета, кусочек здесь завязать, потом убрать впоследствии. Вот просто нам нужно будет уже знать, где начало ряда, чтобы не потерять его в тот момент, когда мы начнем с вами вывязывать пятку. Итак, сейчас начинаем вязать голенище. Следим, чтобы рабочая нить, которая идет от клубка, чтобы она находилась как бы за вязанием. Берем просто спицы большего номера, у меня номер 4,5, и начинаем вязать уже этими спицами голенище. Вяжем его только лицевыми петлями. 12 рядов у нас должно быть. То есть вот берем и провязываем лицевые петли. Так, вот половину петель мы провязали. Вот у нас получается сейчас половина петель на одной паре спиц, другая половина на другой. Переворачиваем работу, подтягиваем. Да, сейчас не очень удобный момент, потому что спицы скользят. Подтягиваем спицу, которая меньшего номера. Берем спицу большего номера и на ней продолжаем вязать вторую часть петель, также лицевыми петлями. И так вяжем до конца ряда. Все, первый ряд у нас провязан. Мы перевели вязание на основные спицы. Спицы меньшего номера нам уже не понадобятся, можно их убирать. Дальше носок мы продолжаем вязать уже на вот основных спицах. Один ряд у нас уже готов. Нам нужно провязать еще 11 рядов лицевыми петлями, чтобы у нас получилось в итоге вот такое вот голенище.